Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Каждый раз себе говорю, захотелось поработать, ляг, поспи, и все пройдет. Ага, уснешь тут. Мелкие лоскутки надо сразу пристраивать, пока с ними еще как-то можно бороться. Для начала рассортируем светлое, темное. Ничего заранее не выкраиваем и не режем. Но выкройка нам все равно понадобится. И шить будем по основе, по клеевому флизелину. Мне так удобнее. Сразу отвечаю всем любителям поворчать. Этот флизелин брала в интернет-магазине по цене 25 рублей за погонный метр. Размеры деталей показываю свои, но вы можете сделать больше или меньше. Квадрат основы 23 на 23 сантиметра. Его разделим на четвертинки, а потом еще разрежем по диагонали и отметим контрольные точки. Я все делала на глаз, но в итоге у нас должны получиться прямоугольные треугольники, разделенные на 3 части. Дальше работа с этими заготовками самая простая. Центр закрываем светлой тканью, а по краям темная. Как это лучше технически сделать? Клеевой флизелин прозрачный. На сторону с клеем укладываем светлый кусочек лицом вверх. К нему, лицом к лицу, укладываем темный лоскутик. Выравниваем по линии шва. Естественно, оставляем припуск на шов и прокладываем строчку. Здесь самое главное следить, чтобы потом при отгибании все края были закрыты. Когда шьем, мы видим линию, по которой надо шить. Когда пришили первые детали, можно расправить ткань, подровнять и отрезать лишнее. И хорошо сразу же проутюжить эти заготовки. Тогда и ткань ляжет ровнее, и дальше работать будет гораздо удобнее. Естественно, утюжим аккуратно ту часть клеевого флизелина, которая еще не закрыта тканью, не трогаем. У подготовленных таким образом деталей остается только закрыть еще один угол. Работа эта неспешная, каждый кусочек подбирается по длине и по цвету, а потом уже все детали проутюживаем и тщательно подравниваем. Заготовки получаются все одинакового размера, немного похожие по цвету, но все разные. А теперь наступает самый интересный этап работы. Из этого хаоса складываем узор. Конечно, стараемся, чтобы рядом лежали кусочки разного цвета. Так наша картинка будет выглядеть интересней и эффектней. Интересно, почему у других блогеров это срабатывает? Ага, узор готов. Теперь только остается его сшить, соединить. Сначала прошиваем все диагонали. Когда треугольники соединены в квадраты, продолжаем работу. Шьем детали сразу вертикальными колонками. Смотрите, какая интересная конструкция у нас получается. Все держится на соединительных швах. Вот на этом этапе надо обязательно пройтись по всем швам с утюгом, все тщательно расправить и подтянуть, иначе потом это будет сделать очень сложно. А уже после этого мы все прошиваем по горизонтали. У меня получилась заготовка 38 на 38 сантиметров. В принципе, если хотите, то можно нашить еще таких деталей и продолжить дальше узор. Но мне хочется закончить эту композицию, подчеркнуть ее темно-синей рамкой. Просто обошьем заготовку со всех сторон полосками ткани шириной 5 сантиметров.
При этом, обратите внимание, сначала мы обшиваем две противоположные стороны, а уже потом закрываем две другие, более длинные. И получается у нас такая загадочная, мерцающая, звездная красота. Светлые ткани у нас все с каким-нибудь оттенком или рисунком. А когда они вместе, в одном изделии, глаз не воспринимает их по отдельности. Они все сливаются и переливаются. То же самое и с темными тканями. Мы видим только светлые всполохи из тьмы. Знаете, даже какие-то неровности и несовпадения уголочков придают живость всей картинке. Она живет и дышит. Поэтому всем диванным критикам объявляю, так и задумано. Это специальный художественный прием. Еще известный чешский писатель Карел Чапек говорил, критика – это когда критик объясняет автору, как сделал бы он, если бы умел. В общем, девочки, я дала вам идею. Шейте, творите. А что я буду делать со своей заготовкой, я еще не придумала. А пока я думаю, вы времени не теряйте. Ставьте классы, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мое новое видео. И обязательно присоединяйтесь к нашим группам ВКонтакте и Одноклассниках. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!